Ну что, сломалась машинка. Samsung, где-то ей лет 6, наверное. Вчера постирала и не отжала. В общем, пришлось белье доставать, отжимать руками. Это вот вода. Вот ведро, ковшик. Сейчас будем сливать воду. И потом будем пытаться ее починить. Я так думаю, что сломался drain pump, потому что, вот смотрите, вода еще есть. Сейчас я вот включу машинку. Я не знаю, слышно или нет. Такой саунд. И ничего не происходит. Она, по идее, должна сейчас воду спустить. Ну, в общем, скорее всего, это drain pump. И надо будет его заказать и менять. В общем, слила я сколько могла. Вот там осталось на донышке. Ковшик уже не работает. Будем использовать пылесос. Вот этот шопвак. В общем, как-то так. Ну что, я слила всю воду. Теперь надо открутить шланги горячей холодной воды и снять сливной, как это называется, шланг для слива воды, такой толстый. Сейчас попробую. В общем, вот тут вот у меня краны, вон там шланг. Вот. Отодвинула я машинку, все отсоединила. Вот шланги все. Из розетки выдернула. Там было очень грязно. Мышиный помет и все такое. Пришлось пылесосить. В общем, сейчас буду откручивать вот эти шурупы. Их тут 4 штуки. Это крышка. Доступ к машинке, потому что внутри. Вот я открутила. Вот это насос, который сливает воду. Тут надо будет открутить. Где-то он крепится. А вот этот раз шуруп. Вот здесь вот. Около этой черной трубы. И там должен быть еще один шуруп. 2 шурупами должен крепиться. А вот это барабан, он двигается, поэтому можно будет немножко подвинуть. В общем, надо нащупать второй шуруп. А вот я вижу, вот там вот за этой серой. Сейчас я попробую фонарик. В общем, он где-то вот там, вот эта белая штука. Там шуруп. Потом здесь провод идет, вот электрический. Я его оставлю. Просто отсоединю. И оставлю, не буду новый ставить. К мотору должен прилагаться новый провод, но тогда придется все менять. В общем, туда куда-то лезть. Попробую его оставить. Ну, в общем, сейчас буду откручивать вот эти 2 шурупа. Хотела добавить, я, наверное, все-таки сначала сниму шланги. Вот эти вот 2 шланга. Вот этот, тут надо нажать, и вот этот серый. В общем, их надо отсоединить, чтобы они не мешались. Потом откручивать буду. В общем, меня ждал сюрприз. Такой ожидаемый. В общем, вот в этой трубе я ее открутила. Там были остатки воды. В общем, часть пролилась на пол. Часть я смогла собрать. Короче, вот столько. Порядочно там. Галлона 3, наверное. Так что имейте в виду. Вот одну сняла, сейчас буду вторую снимать. В общем, болтов, вот такие болты. На самом деле их оказалось 3. Сейчас попробую показать, где третий. Третий вот там вот. Но вот эта штучка, она тут, вот это, короче, тут это такой крепеж. Это просто я сняла и все. Теперь осталось провода отцепить. Сейчас попробую показать. Провода надо отцепить. Сейчас разберусь как.
Значит так, в общем, вот такой у меня инструмент с вот тоненькими кончиком. В общем, идея такая, тут провод вот здесь в клипсу, просто его вытаскиваешь оттуда, а вот это внизу, вот там белая такая, там оно защеплено, и там нужно, сейчас попробую как-то положить, чтобы видно было. В общем, вот тут, не видно, в общем, вот тут вот кончик, вот этот вот я показываю, его нужно как бы сжать и вытолкнуть, и тогда вот провод весь освободится. Тут вот я его освободила уже. Тут он на таких вот клипсах просто вытаскиваешь. Все. Сейчас попробуем. В общем, вытащила я его. Не смогла я там отцепить вот этот вот клипс. Пришлось отрезать кусочек пластмассы. Вот тут вот. Потому что основание, как вот тут, видите, клипсы, да? То есть вот это основание было там снизу. И вообще никак не подлезешь. Поэтому я просто отрезала. И когда буду обратно ставить, наверное, изолентой просто приклею ко дну. В общем, там у меня куча воды. Там надо будет пылесосить. Все это высушивать. Ну и тут тоже. В общем, вот этот мотор. Тут надо... вот. Сейчас как подсоединить. Вот мотор. Надо провод отсоединить. Он идет. Куда он идет? Вот сюда он идет. Вот эту серую. Надо будет открыть серую крышечку. Как бы положить, чтобы видно было. Вот. В общем, надо открыть серую вот эту крышечку. И там отсоединить провод. И сохранить его. Я надеюсь, что он целый. Потому что, чтобы менять, если еще и провод, то это... В общем, надо всю машинку разбирать. В общем, будем надеяться на лучшее. В общем, я сняла. Вот так это выглядит. Черный провод вот в такую с краю, а желтый посередине. Сейчас попробуем к новому приставить. В общем, я поставила новый, присоединила провода, поставила новый насос. Сейчас прикручу шурупы. Вон ту штуку вставила, вот серую. Два шурупа прикручу. Потом провод вот тут внизу на пол изолентой приклею. И дальше буду присоединять провода. Шланги, в смысле. Раз шланг, два шланг. Я его изогнула, чтобы не мешал. Надеюсь, что будет работать. Надеюсь, что сломался именно памп, а не провода. В общем, короче, за работу. В общем, наконец нашла, куда фонарик положить, чтобы было видно. В общем, вот, изолентой приклеила провод к полу. В общем, одела шланги оба. Убедитесь, чтобы вот эти клипсы были плотно до самого края и ровно, самое главное. У меня получилось по диагонали. Чтобы было все очень плотно, иначе, когда начнет работать, слетит просто. Я так было с посудомойкой. Вот. В общем, тут все вроде плотно, тут вроде все плотно. Все присоединено. Сейчас попробую включить. Закрою крышку. И попробую сделать стирку. Надеюсь, что все хорошо. В общем, я все подключила. Включила цикл Self Clean. Ну, вроде работает. В общем, я посмотрю еще, что больше будет. До этого она даже не включалась. Сейчас включается. В общем, я потом еще апдейт сделаю. Ну что, машинка работает. Воду спустила. Все отжимает. Ну, в смысле, не отжимает, у меня Self Clean режим, но она набрала полный барабан воды и все спустила. Так что проблема была в этом пампе, Drain Pump. Купила я его на Амазоне.
прислали очень быстро. Купила вечером, на следующий день уже пришел. Так что без машинки мы были всего 1 день. Вот. Так что, ну, в общем, если я смогла, то и вы сможете починить. Пока.